Если вы меняете свои мысли и свой ум, вы можете изменить биологию. И ум — это основная причина болезней на нашей планете сегодня. Как называется выключатель, который контролирует вашу биологию? Это восприятие. И почему это важно? Потому что это вы и ваше видение мира контролируют биологию. Мы получили неправильную информацию, когда люди говорят, что ген включен или выключен. Это звучит так, будто гены принимают решения. Вот простая истина. Ген — это чертеж. Ген не управляет. Он никогда не включен или выключен. Ген либо считывается, либо нет. И что, по вашему мнению, контролирует сигнал? Восприятие. Вы не жертва своих генов, потому что вы контролируете их. Я объясню, как работают клетки, и после этого у вас будет больше знаний, чем у многих врачей в мире сегодня. Многие до сих пор верят в гены. В каждой клетке вашего тела есть отрицательное напряжение внутри и положительное напряжение снаружи. Каждая живая клетка, по сути, функционирует как батарея. И у каждой клетки около 1,4 вольт. Учитывая, что в вашем теле примерно 50 триллионов клеток, общее напряжение составляет около 700 триллионов вольт электричества прямо в этот момент. С помощью тренировки и медитации вы можете научиться концентрировать эту энергию, известную как ЦИ, и использовать ее для исцеления. С таким высоким напряжением люди потенциально могут самовозгораться. Каждая функция вашего тела уже присутствует в каждой клетке. Само по себе ядро клетки не контролирует саму клетку, оно отвечает за воспроизводство ее частей. Таким образом, если человек мертв, но все еще есть тело, то что отсутствует? Сигнал. А когда есть сигнал, он связывается с белком, и он движется, он вызывает поведение. Если вы здоровы, ваше поведение хорошее, но если у вас есть заболевание, поведение неправильное. Что может вызывать болезнь? Есть только две вещи – либо плохой белок, либо плохой сигнал. Люди с плохими белками получили их из-за врожденных дефектов, потому что если у вас были дефектные гены, а гены создают белок, то белок дефектный, но менее чем у 5% населения есть врожденные дефекты, что означает, что 95% людей должны иметь здоровое, счастливое существование. Но если вы один из здоровых людей, и теперь вы болеете, то что может вызывать вашу проблему? Есть только 3 способа нарушить сигнал. Первый способ – это травма. Если я упаду со сцены и поврежу спину, сигнал будет нарушен. Второй – токсины. Если химия внутри тела не сбалансирована, то сигнал не может быть передан. Оба эти фактора мешают распространению сигнала. Но третий – это мысли. С телом все хорошо, просто передается неправильный сигнал в неправильное время. Если вы меняете свои мысли и свой ум, вы можете изменить биологию. И ум — это основная причина болезней на нашей планете сегодня. Восприятие — это выключатель, который контролирует нашу биологию. И почему это важно? Потому что это вы и ваше видение мира контролируют биологию. Мы получили неправильную информацию, когда люди говорят, что ген включен или выключен. Это звучит так, будто гены принимают решения. Вот простая истина. Ген — это чертеж. Ген не управляет. Он никогда не включен или выключен. Ген либо считывается, либо нет. И что, по вашему мнению, контролирует сигнал? Восприятие. Вы не жертва своих генов, потому что вы контролируете их. Один генератор чертежей при использовании эпигенетического контроля может создавать 30 тысяч различных белков из одного чертежа. Таким образом, вы можете быть обладателем хороших генов, а затем через эпигенетический контроль создать себе рак, диабет или что-то еще.
И это никак не связано с генами, а связано с эпигенетическим контролем. Это возвращает ответственность за ваше здоровье в ваши руки, и вы не являетесь жертвой своих генов, хотя каждый день СМИ все еще говорят вам, что гены контролируют это. И потом люди начинают беспокоиться о том, какие гены у них в семье. Как сказал Грег Брейден, если вы ищете болезнь, вы можете создать ее через эпигенетику. В настоящее время около 95% рака возникает не из-за мутировавших генов, а из-за эпигенетического контроля, и он может передаваться от родителя к ребенку так же, как гены. Но отличие в том, что вы можете изменить свою эпигенетику в любое время. Если вы меняете свое восприятие, вы меняете чтение ваших генов. Если кто-то говорит вам, что вы заболеете, и вы верите в это, то вы сами тем самым можете создать болезнь. Поэтому, когда вы смотрите на себя, вы не являетесь каким-то одиночным существом, а являетесь сообществом из 50 триллионов клеток. Но важно понимать слово «сообщество». Каждая клетка разумна, но когда она находится в сообществе, она отказывается от своего личного разума и реагирует на центральный голос в этом сообществе. Клетка должна следовать тому, что говорит центральный голос, и если центральный голос приказывает умереть, то клетки умрут. А центральный голос — это ум. Существуют сигналы из окружающей среды, внутренней и внешней. Функция мозга — воспринимать сигналы, затем интерпретировать их и отправлять информацию клеткам для контроля поведения и генетики. Таким образом, функция мозга — это восприятие. И из этого возникает ум. Вы наверняка слышали о плацебо-эффекте. Плацебо-эффект — это когда у вас очень позитивная мысль о том, что что-то может излечить вас. Даже если это просто таблетка сахара, но вы верите, что это настоящее лекарство, и тогда вы можете излечить себя. Но не таблетка излечила вас, а мысль излечила вас. Статистика показывает, что треть всех медицинских излечений, включая операции, являются результатом плацебо-эффекта. И вот что медицина не говорит нам, что существует отрицательное мышление, и это называется ноцебо-эффект. И в той же степени, в которой позитивное мышление может излечить нас, отрицательное мышление может убить нас. Суть в том, что отрицательное мышление может создать все эффекты химиотерапии. Подумайте, что если врач говорит вам, что у вас есть болезнь, или что вы умрете и вы верите ему, потому что он профессионал, то это убеждение может привести к появлению болезни и даже вызвать смерть. Поэтому убеждение становится важной частью медицины. Многие из вас, наверное, слышали о препарате Prozac. Это антидепрессивный медикамент с флуоксетином в качестве основного действующего компонента в составе. Каждый год на покупку Prozac люди тратят миллиарды долларов. И вот удивительный факт. Prozac не лучше обычной сахарной таблетки, так что это плацебо-препарат. Тем не менее, люди, принимающие его, настолько верят в этот препарат, что им становится лучше. Таким образом, если вы верите, что что-то хорошо для вас, то это будет хорошо, а если вы верите, что что-то вредно, то это будет плохо. Вопрос в том, если мы так просто можем быть здоровыми и молодыми, почему мы заболеваем? И вот ответ. Одной из самых важных причин является стресс. А функция гормонов стресса заключается в том, чтобы взять энергию из организма и направить ее на борьбу или бегство. Гормоны стресса отключают функции, которые не нужны в режиме борьбы или бегства. Одним из самых важных потребителей энергии в организме является иммунная система. Гормоны стресса отключают иммунную систему, и здесь важно понимать, что каждый из вас прямо сейчас заражен почти всеми возбудителями болезней, которыми обладает человечество. Если я возьму анализ крови, я покажу вам, что у вас всех есть вирусы, бактерии и паразиты. Вы можете сказать, но если я заражен, почему я не болен?
Потому что если ваша иммунная система работает правильно, она подавляет этих паразитов и возбудителей болезней. Но как только вы начинаете отключать иммунную систему, эти организмы начинают снова активно размножаться. Идея того, что вы заражаетесь болезнью, на самом деле не совсем верна. Вы уже обладаете этой болезнью. Иногда медики называют эти микроорганизмы и паразитов возможностными организмами. Так что если вы подвержены стрессу и отключаете свою иммунную систему, то вы предоставляете этим организмам возможность вызвать болезнь. И все же, когда мы заболеваем некоторыми из этих болезней, мы обращаемся к врачу, и он назначает нам препараты для уничтожения возбудителей и бактерий. Это может быть полезно, если болезнь прогрессирует быстро, но проблема изначально заключалась в стрессе, который отключил иммунную систему. Поэтому для того, чтобы выздороветь, важно лечить не только болезнь, но и в большей степени сам стресс. Функция разума заключается в создании согласованности между тем, во что мы верим, и реальностью, которую мы воспринимаем. Если мы верим в угрозу, сигналы угрозы, высвобождаемые в крови, готовят клетки к защитной реакции. Проблема заключается в том, что, возможно, реальной угрозы и не было. Клетки не знают, реальна она или нет, потому что они реагируют только на химические вещества. Они не видят реальной среды. Таким образом, если мы верим, что находимся под стрессом, мы проявляем стресс в нашей физиологии, даже если окружающая среда, в которой мы живем, на самом деле этого не поддерживает. Это показывает, что наши мысли, будь они правильными или нет, могут фактически изменять нашу биологию. Эта идея о том, что мысли контролируют нашу жизнь, не нова. 2500 лет назад буддисты сказали: «Что мы думаем, тем и становимся». Фактически, это именно то, что сегодня говорит эпигенетика. Она утверждает, то, что вы думаете, переводится в химию, которая будет определять, кем вы станете. Через 2500 лет Будда оказывается прав, и теперь мы знаем механизм этого процесса.